Привет, говорит и показывает Москва, с вами Андрей. Сегодня у нас видео сравнения трех фигурок. Фигурка чужого собака или Бул, Эллен, чужой бык. Вот, соответственно, третьей серии 2014 года и восьмой серии 2016 года в двух вариантах. Коричневый чужой собака, буду звать его Дога Эллен, и серый Дога Эллен. Соответственно, вот в справочнике фигурирует в восьмой серии именно два наименования, серый и коричневый. По обзорам очень сложно было понять, в чем отличие. Третий от восьмой серии и в восьмой серии коричневого от серого. В чем отличие в этих фигурках. Вот, поэтому пока вот я не стал счастливым обладателем этих фигур, пока их вот так вот не сравнил друг с другом, сложно было определить. Но отличие все-таки есть, и я сейчас расскажу, в чем оно заключается. Соответственно, сначала сравним третью серию и восьмую серию фигур. Значит, третья серия от восьмой серии отличается, ну вот если в коробках, по полиграфии. На третьей серии вот здесь вот картинка этой решетки, да, где Дога Эллен написано. Она в таких более теплых тонах, а, соответственно, восьмая серия, она более такая вот изумрудная, что ли, да, вот здесь вот более такая холодный цвет, серый. Также, ну, картиночка по бокам отличается, да, и здесь тоже есть отличие. Третья, восьмая серия. Соответственно, информация здесь тоже. Universal Product Code, UPC код разные на штрих-коде. Опять цветовое оформление более теплый, более холодный. Вот. Ну, самое главное, чтобы быстро понять, просто на обороте можно посмотреть. Здесь фигурки третьей серии, Бишоп, там, Кейн, инфицированный. А здесь, соответственно, уже Вейланд Ютания солдат, Рипли. То есть здесь сразу видно. И, соответственно, на третьей серии вот такая пробивка номера была. Я уже делал обзор этой фигурки, поэтому основной момент сравнения. А здесь, соответственно, вот такой код пробит. Вот. По самим фигуркам, если вдруг без коробок идет, отличие вот в чем. Отличие в чем? Сейчас, секундочку, камеру чуть-чуть вот так сделаю. То, что я заметил, как можно быстро посмотреть. Ну, во-первых, вот эта область челюсти, да. У третьей серии здесь вот высветление такое, челюсти идет, более теплым, ярким, насыщенным коричневым цветом. Здесь, вот в восьмой серии, да, настолько темный коричневый, что он как черный выглядит. Вот, видите, какое отличие. Также, ну вот на камеру, в принципе, без фигурки блестят, но фигурка третьей серии, реально на ней много лака. Я вот в роботах фанат хрома, а в фигурках Нека, походу, фанат лака. Более залаченный, более такой мокрый вариант. Здесь лак более спокойный. И сразу еще вот заметно, что в сочленении суставов, здесь вот эти пеги, да, штыри, на которых сустав держится, они как бы краской не покрыты, либо очень темной покрыты, черной практически. Ощущение, что они не покрашены. Вот, ну хорошо залачены. А здесь, соответственно, на этих штырях, на суставах, да, краска есть. Вот так отличается третья серия от восьмой. Так, теперь сравнение внутри восьмой серии коричневого чужого и чужого серого Дога. Это очень условно, что он серый. Где-то он идет как светло-коричневый. Вот. Но дело в том, что вот пока я так вот сравнивать не стал, непонятно было, почему он серый.
На самом деле у него, видимо, идет сухой кистью, наверное, техника это называется, проходили, именно серебрянкой. То есть он под определенными углами начинает как бы серебром отдавать. Вот здесь вот более такие теплые, коричневые именно тона, а здесь вот серебряночка такая. Опять-таки в области челюсти здесь видно какой темный цвет, а здесь он как бы вот такой высветлен очень хорошо, как раз вот эти вот серебром по коричневому, наверное. На плече вот видно, что здесь он более теплый, такой спокойный цвет, а здесь он более светлый. Когда вот цвет так падает, в принципе, он вот загорается, да, вот как серый выглядит. Серебряный даже, серебром. Но когда освещения такого нет, видимо, это высветление там сухой кистью или как шло по коричневой тоже краске, поэтому он и коричневым как бы выглядит одновременно. Это по самой фигурке. Полиграфия идентичная, кроме как, если вот посмотрите, идентичная полиграфия, уже по цветам никак не отличается, по вот этому номеру артикул не отличается. Отличие только серого от коричневого в UPC номере универсального кода продукта на штрих-коде. У серого 6171, у коричневого 6072. В остальном отличий никаких нет в полиграфии. Вот. Поэтому, если есть, в принципе, упаковка у товара, можно однозначно понять, что конкретно продает продавец. Извините за тавтологию. Вот. Соответственно, что могу сказать? Молот совершенно одинаковый, разницы никакой я не нашел. Какая фигурка лучше из трех? Наверное, все-таки Чужой из третьей серии, с Чужой Dog Alien, да? Потому что лака не пожалели, он реально таким более мокрым выглядит, как живой. Если выбирать вот из этих двух вариантов. Если выбирать из этих двух вариантов, то, в принципе, на любителя, наверное. Этот хорошо лаком отработан, а здесь за счет вот этой серебряной смывки он достаточно интересно выглядит. Между этими двумя вариантами, опять-таки, на любителя. Но мне, наверное, больше нравится серый. Условно серый Чужой. Вот. Основные такие мысли. Буду рад, если кому-то это видео было полезным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.